Всем огромный привет, дорогие мои друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Любовь, мой канал посвящен вязанию и все, что с ним связано. Если вы впервые на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну а в этом видео я предлагаю вам вместе со мной связать вот такую замечательную шаль крючком. Шаль называется Алексис, это авторская схема, автор указан в названии этого видео. А также всю подробную информацию об авторе этой шали вы сможете найти в описании под этим видео. Этот мастер-класс я записываю с личного разрешения автора. Схему к этой шали вы сможете найти на официальной страничке автора. Это будет группа на Фейсбуке. Все ссылки я оставлю внизу в описании под этим видео. Шаль я вязала из пряжи Yarn Arn Flowers. Номер цвета данной пряжи 272 и крючок я использовала номер 3. Раппорт данного узора составляет с 3 по 14 ряд. Мы с вами провяжем все 14 рядов вместе, попетельно, каждый ряд. Далее вы самостоятельно будете повторять этот узор с 3 по 14 ряд. Внизу в описании под этим видео я оставлю для вас тайм-коды, по которым вы с легкостью перейдете на нужный вам ряд. После стирки и блокировки шаль имеет следующие размеры. Размах крыльев 165 сантиметров и высота центральной линии 65 сантиметров. Если вам понравилась такая шаль и вы захотите связать ее вместе со мной, тогда ставьте лайк этому видео, чтобы я знала, что проделанная работа не напрасна. Добро пожаловать на мой мастер-класс, и мы начинаем. Первый ряд можно начать с кольца амигуруми, провязать сюда столбики с одним накидом, затем это колечко стянуть. Но я ряд начну из 4 воздушных петель. Итак, делаем первую рабочую петлю на крючок удобным для вас способом и набираем 4 воздушные петли. Первая, вторая, третья, четвертая. Вставляем крючок в самую первую петлю и провязываем соединительный столбик. И вяжем первый ряд. 3 воздушные петли подъема. И в центр круга мы провязываем 5 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Делаем 2 воздушные петли. И сюда, в этот же центр круга, мы провязываем еще 6 столбиков с одним накидом. Вязание разворачиваем и начинаем вязать второй ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема. И сразу вот сюда в первую петлю мы провязываем 2 столбика с одним накидом. Дальше над каждой петлей предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. В арочку мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда в эту же арочку 2 столбика с одним накидом.
И по левой стороне мы все повторяем. В каждую петлю мы провязываем по одному столбику с одним накидом. И в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. В этом ряду у вас должно получиться по 10 столбиков с одним накидом с каждой стороны, включая вот эти 3 воздушные петли подъема в начале ряда. Дальше мы начинаем вязать третий ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с накидом в самую первую петлю предыдущего ряда. Далее в этом ряду мы будем вязать рельефные лицевые столбики с одним накидом. Делаем накид на крючок, заводим крючок вот таким образом, чтобы у нас крючок был за столбиком, и провязываем столбик с одним накидом. Итак, мы провязываем над каждым столбиком по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. Довязываем до уголочка. В уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы все повторяем. Над каждым столбиком предыдущего ряда провязываем по одному рельефному лицевому столбику с одним накидом. И в конце ряда мы провязываем в третью воздушную петлю подъема 3 столбика с одним накидом. И мы провязали с вами третий ряд. В третьем ряду у вас с каждой стороны должно получиться по 14 столбиков с одним накидом, включая 3 воздушные петли подъема в начале ряда. Вяжем четвертый ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Дальше в этом ряду мы будем вязать рельефные изнаночные столбики с одним накидом. Сделали накид на крючок и теперь заводим крючок таким образом, чтобы он у нас был перед столбиком. И провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Еще раз сделали накид, заводим крючок перед столбиком и провязываем. И вяжем так за каждый столбик предыдущего ряда по одному рельефному изнаночному столбику с одним накидом. Довязываем до уголочка. В уголочек мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же арочку 2 столбика с одним накидом. И с левой стороны мы все повторяем. Также за каждый столбик мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Провязываем так до конца ряда, и в конце ряда в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 3 столбика с одним накидом.
И мы довязали 4-й ряд до конца. В этом ряду у вас должно получиться по 18 столбиков с одним накидом с каждой стороны, включая 3 воздушные петли подъема в начале ряда. Начинаем вязать 5-й ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема. Сюда в первую же петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Делаем одну воздушную петлю. Одну петлю пропускаем, и в следующую петлю мы будем вязать пышный столбик, 1 воздушная петля и пышный столбик. Пышный столбик я вяжу из 5 вытянутых петель. Итак, пропускаем петлю, в следующую петлю вставляем крючок, захватываем рабочую ниточку и вытягиваем. Раз, накид, вытягиваем 2, 3, 4, 5. Теперь мы захватываем рабочую нить и вытягиваем через все вытянутые петли на крючке. У нас остается на крючке 2 петли. И теперь мы пышный столбик закрепляем, провязываем через эти 2 петли на крючке. Теперь делаем одну воздушную петлю. И сюда, в эту же петельку, мы провязываем еще один пышный столбик. 3, 4 и 5. Протягиваем через все вытянутые петли и закрепляем. Далее мы делаем 2 воздушные петли. В предыдущем ряду мы пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. В 4-ю провязываем столбик без накида. И далее таким образом мы будем вязать до конца ряда. Делаем 2 воздушные петли. 3 петли в предыдущем ряду мы пропускаем. 1, 2, 3. В 4-ю мы вяжем пышный столбик, 1 воздушная петля, пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Сначала закрепляем, затем делаем 1 воздушную петлю и сюда в эту же петельку еще один пышный столбик. 3, 4, 5. Закрепляем. Теперь 2 воздушные петли. 3 петли мы пропускаем, в 4-ю провязываем столбик без накида. Далее мы вяжем 2 воздушные петли. У нас до уголочка остается 3 петли, мы их пропускаем. 1, 2, 3. И пышный столбик мы начинаем вывязывать прям в сам уголочек. 1, 2, 3, 4, 5. Закрепляем. Здесь в уголочке мы вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда, в эту же арочку, в уголочек, мы провязываем еще один пышный столбик. 3, 4, 5. Закрепляем. И теперь мы перебрались на левую сторону. Делаем 2 воздушные петли. Пропускаем 3 петли. 1, 2, 3. И в 4-ю мы вяжем сначала столбик без накида. Опять 2 воздушные петли. 1, 2, 3 пропускаем в 4-ю. Начинаем вывязывать пышный столбик. Одна воздушная петля и сюда же, в эту же петельку, опять пышный столбик. Закрепляем. Опять 2 воздушные петли. 1, 2, 3 пропускаем в 4-ю столбик без накида. Опять 2 воздушные петли.
Раз, два, три пропускаем. В четвертую опять вывязываем 2 пышных столбика, между ними 1 воздушная петля. И в конце ряда мы вяжем следующим образом: 1 воздушная петля, вот эту вот одну петлю пропускаем, и в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 2 столбика с 1 накидом. Итак, мы довязали с вами 5-й ряд до конца. В этом ряду у нас получилось по 2 арки с пышными столбиками с каждой стороны. С каждым последующим раппортом количество этих арочек у вас будет увеличиваться, и во втором раппорте с каждой стороны у вас будет по 8 вот таких вот арочек. Далее мы начинаем вязать 6-й ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и еще 1 воздушная петля по схеме. То есть сейчас у вас должно быть 4 воздушные петли. И сразу в первую же петлю мы провязываем столбик с 1 накидом. Далее вяжем 3 воздушные петли. И в предыдущем ряду, где мы вязали 2 пышных столбика, а между ними 1 воздушная петля, вот сюда вот заводим крючок между 2 пышных столбиков и провязываем столбик без накида. И опять 3 воздушные петли. А там, где мы вязали в предыдущем ряду столбик без накида, в этот столбик мы провязываем столбик с 1 накидом. И так мы чередуем до конца ряда. 3 воздушные петли. В арочку между 2 пышных столбиков мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. И в столбик без накида предыдущего ряда мы вяжем столбик с 1 накидом. Повторяем таким образом до арки. И в арку вяжем следующим образом. Вот провязали столбик с 1 накидом перед аркой. Далее у нас 3 воздушные петли. Теперь в арочку мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Сюда, в эту же арку, мы вяжем столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли. И сюда же, в эту же арку, столбик с 1 накидом. Дальше 3 воздушные петли. И сюда, в эту же центральную арку, мы провязываем столбик без накида. То есть в арку мы должны провязать столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик с 1 накидом, 2 воздушные петли, столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли и столбик без накида. Все это провязано в центральную арку. И далее мы перешли на левую сторону, и здесь мы все повторяем. 3 воздушные петли. Над столбиком без накида мы провязываем столбик с 1 накидом, 3 воздушные петли. И в арочку между пышными столбиками мы провязываем столбик без накида. И в конце ряда вяжем следующим образом: 3 воздушные петли. Здесь мы все пропускаем, и сразу в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с 1 накидом, 1 воздушная петля и сюда же столбик с 1 накидом. И мы провязали 6-й ряд. Дальше мы начинаем вязать 7-й ряд. В начале ряда у нас 3 воздушные петли подъема. Далее вот в этот столбик предыдущего ряда мы провязываем такой элемент: 3 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с 1 накидом. Все это провязываем в столбик предыдущего ряда в одну петлю. 3 столбика с 1 накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же петельку
еще 3 столбика с одним накидом. Над столбиком без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. И далее до арочки мы все повторяем. Над столбиком с одним накидом в предыдущем ряду мы будем провязывать 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом. И над столбиком без накидов предыдущего ряда будем провязывать столбик без накида. 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же петельку 3 столбика с одним накидом. В столбик без накида мы провязываем столбик без накида и повторяем еще раз. В столбик без накида, который мы провязывали в арку в предыдущем ряду, провязываем столбик без накида. Далее в арку мы вязали столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Сначала вот в этот в первый столбик мы провяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Теперь вот сюда вот в арку между этих двух столбиков с одним накидом в предыдущем ряду, вот сюда вот посерединочке мы провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же арочку 2 столбика с одним накидом. И мы плавненько перешли на левую сторону. Теперь вот у нас второй столбик с одним накидом, который мы провязывали в арку в предыдущем ряду. Теперь сюда мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. И столбик без накида вяжем в столбик без накида предыдущего ряда, который мы провязывали в арку. Вот так должно получиться в уголочке. И с этой стороны мы все повторяем. Над столбиком с одним накидом мы провязываем элемент 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Над столбиком без накида провязываем столбик без накида. И повторяем еще раз. Дальше в конце ряда мы вяжем следующим образом. Вот у нас столбик с одним накидом и 3 воздушные петли подъема. Столбик с одним накидом мы провязываем сначала 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. И теперь в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. Мы провязали с вами 7 ряд. Далее вяжем 8 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема. И в самую первую петлю провязываем столбик с одним накидом. Далее в этом ряду мы будем вязать рельефные изнаночные столбики с одним накидом. Итак, вот у нас 3 столбика с одним накидом в предыдущем ряду. Провязываем эти 3 столбика рельефными изнаночными. Заводим крючок таким образом, чтобы он у нас был перед столбиком. И провязываем первый столбик. Дальше второй.
и третий. Теперь вот сюда в арку мы вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом. И сюда же столбик с одним накидом. Далее вяжем следующим образом. Вот у нас вторая половинка веерочка, состоящая из 3 столбиков с одним накидом. Это у нас первый веерочек. И вот у нас второй веерочек. Первая его часть тоже состоит из 3 столбиков с одним накидом. Сейчас мы провяжем первые вот эти 2 столбика рельефными изнаночными, а последний столбик первого веерочка и первый столбик второго веерочка мы провяжем рельефным изнаночным столбиком с общей вершиной. Итак, сначала провязываем 2 столбика первый и второй. Провязываем рельефными изнаночными первый и второй. Дальше последний, третий столбик первого веерочка заводим крючок, захватываем рабочую нить, вытягиваем, провязываем его, но не до конца. Провязываем только через 2 петли на крючке. У нас остается 2 петли, делаем накид и теперь захватываем первый столбик второго веерочка, захватываем рабочую нить, выводим, провязываем опять сначала через 2, теперь у нас 3 петли на крючке. И теперь провязываем все 3 петли вместе. То есть повторяю еще раз. Последний столбик первого веерочка и первый столбик второго веерочка мы провязываем рельефными изнаночными столбиками с одним накидом, но у нас здесь общая вершина. И дальше продолжаем опять вязать. Теперь у нас во втором веерочке осталось 2 столбика. Провязываем их рельефными изнаночными. 1, 2. В арочку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в эту же арочку столбик с одним накидом. И повторяем опять. Сначала провязываем 2 столбика рельефными изнаночными, первый и второй. Дальше третий столбик второго веерочка и первый столбик следующего веерочка мы соединяем. Делаем накид, начинаем вывязывать как рельефный изнаночный, но довязываем его не до конца. Провязываем только через первые 2 петли на крючке. Опять делаем накид. И теперь первый столбик с одним накидом уже следующего веерочка заводим крючок, захватываем рабочую нить и провязываем сначала через 2, а потом уже через все 3 петли на крючке. Таким образом мы соединили как бы эти 2 элемента между собой. И провязываем дальше точно так же. И дальше посмотрите, у нас до уголочка остается 4 столбика с одним накидом. Мы их провязываем просто рельефными изнаночными столбиками с одним накидом. Первый, Второй. Третий. И четвертый. в арочку мы вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же в арочку 3 столбика с одним накидом. Здесь обратите внимание, идут 3 столбика с накидом, не запутайтесь. В предыдущем ряду мы вязали по 2 столбика. Итак, в арочку 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом.
И дальше с левой стороны мы все повторяем. Сначала мы провяжем 4 столбика рельефными изнаночными. Далее последний столбик мы соединяем с первым столбиком следующего элемента. Провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом не до конца. Захватываем сразу же следующий столбик. Опять не до конца. И теперь 3 петли на крючке. И повторяем точно так же до конца ряда. Итак, вот довязали до конца ряда. В последнюю арочку мы провязали столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. И здесь эти 3 столбика в конце ряда мы провязываем рельефными изнаночными. Раз, два, три. И теперь в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 2 столбика с одним накидом. И мы довязали 8 ряд до конца. Вяжем 9 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема. И теперь в самую первую петлю предыдущего ряда мы провязываем 3 столбика с одним накидом. Три воздушные петли и 3 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Далее нам нужно провязать 3 рельефные лицевые столбика без накида, да еще и с общей вершиной. Как мы будем это провязывать? Вот у нас следующий столбик с одним накидом в предыдущем ряду. Заводим крючок вот таким образом, чтобы у нас столбик был перед крючком, крючок за столбиком. Захватываем рабочую нить и все, и ничего не делаем. Дальше придерживаем эти 2 петельки на крючке. Дальше заводим за следующий столбик опять вот так, чтобы крючок был за столбиком. Захватываем рабочую нить, опять вытягиваем. 3 петли на крючке. И последний, третий столбик заводим, захватываем рабочую нить, вытягиваем. 4 петли на крючке. И теперь все эти 4 петли мы провязываем вместе. Далее у нас от веерочка в предыдущем ряду остается 2 столбика с одним накидом. Мы их провязываем рельефными лицевыми. Захватываем столбик и провязываем столбик с одним накидом. Раз. И второй. В арочку вот сюда вот мы также будем вязать столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. И теперь с этой стороны мы опять провяжем 2 столбика в предыдущем ряду рельефными лицевыми. Раз, два. А следующие 3 столбика мы будем соединять рельефными лицевыми столбиками без накида с общей вершиной. 3 столбика, это у нас идет вот первый столбик. Дальше, которые мы вязали столбики с одним накидом с общей вершиной, вот он, мы считаем его как за один. И вот это у нас идет третий, то есть первый, второй, третий. Заводим крючок сначала за первый столбик, вытягиваем рабочую нить, раз. Дальше заводим крючок за следующий столбик, который у нас был с общей вершиной в предыдущем ряду, вытягиваем 2 и заводим крючок еще за третий столбик, вытягиваем 3. У нас должно получиться 4 петли на крючке.
Теперь продеваем через все 4 петли. С лицевой стороны у нас получается вот таким образом. И дальше опять повторяем, довязываем. Первую половину веерочка у нас остается 2 столбика. Мы провязываем рельефные лицевые над каждым столбиком. В арочку мы вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. И далее мы вяжем сначала 2 столбика рельефные лицевые, 1, 2, а следующие 3 столбика, первый, вот это у нас 1 столбик, второй и третий, мы соединяем. Захватываем первый столбик, 1, дальше вот это у нас 1 столбик, 2 и следующий третий столбик и провязываем. И дальше опять у нас остается 2, провязываем рельефными лицевыми. В арочку столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. И опять сначала 2 столбика рельефными лицевыми, потом мы соединяем 3 столбика, первый, второй и третий. И мы практически довязали до уголочка. У нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков с одним накидом в предыдущем ряду. Провязываем их все рельефными лицевыми столбиками с одним накидом. Столбик над столбиком. В арочку в этом ряду мы опять вяжем 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и 3 столбика с одним накидом. И мы перешли на следующую сторону. Здесь мы сначала провяжем 6 рельефных лицевых столбика с одним накидом. Захватываем сначала 1 столбик, вытягиваем рабочую нить, далее следующий и третий. И провязываем 4 петли на крючке. И далее все повторяем. Довяжите этот ряд до конца самостоятельно. Итак, довязали до конца ряда. В арочку мы провязали столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и столбик с одним накидом. Далее здесь мы сначала провязываем 2 столбика рельефные лицевые, первый, второй. И здесь нам нужно вот эти 3 столбика опять соединить. Захватываем первый столбик, далее второй столбик и третий. Провязываем все 4 петли на крючке. И теперь в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда мы провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. и мы провязали 9 ряд. Вяжем 10 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Дальше у нас 3 воздушные петли. И теперь столбик с одним накидом мы должны провязать в ту петельку, которую мы провязывали в предыдущем ряду. 3 столбика без накида с общей вершины. Вот именно в эту петельку мы должны провязать столбик с одним накидом. Как ее найти, в какую петлю вставлять крючок? Смотрим по столбикам. Вот у нас первый столбик, второй столбик, третий столбик
И вот следующая вот эта петелька, сюда мы вставляем крючок и провязываем столбик с одним накидом. Далее у нас опять 3 воздушные петли. И в арку предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. И так мы чередуем до конца ряда. 3 воздушные петли. Столбик с одним накидом мы провязываем в петлю предыдущего ряда, которая у нас была с общей вершиной. И опять 3 воздушные петли. И в арку мы провязываем столбик без накида. И еще раз 3 воздушные петли. Можно считать по петелькам. 1, 2, 3 пропускаем, в 4-ю провязываем столбик с одним накидом. 3 воздушные петли, в арку столбик без накида. Провязываем таким образом до арки. Довязали вот до арочки, провязали последний столбик с одним накидом, сделали 3 воздушные петли, далее 3 петли мы в предыдущем ряду пропускаем, в 4-ю мы вяжем столбик без накида. И опять 3 воздушные петли, 1, 2, 3 пропускаем, в 4-ю вяжем столбик с одним накидом. Это мы провязали перед уголочком. Дальше мы вяжем опять 3 воздушные петли. И уже в сам уголочек мы провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. Переходим на другую сторону, провязываем сначала 3 воздушные петли. Дальше одну петлю пропускаем, во вторую провязываем столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 петли пропускаем, в 4-ю вяжем столбик без накида. И опять 3 воздушные петли и все повторяем. 1, 2, 3 пропускаем, в 4-ю столбик с одним накидом. 1, 2, 3 столбик без накида. Провязываем в арочку предыдущего ряда. В уголочке у нас должно получиться вот таким вот образом. Итак, довязали до конца ряда. И в конце ряда у нас последний столбик с одним накидом. Далее мы делаем 3 воздушные петли. И в 3-ю воздушную петлю подъема мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И мы провязали 10-й ряд. Далее мы вяжем 11 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и еще 3 петли по схеме. То есть всего у вас в начале ряда должно быть 6 воздушных петель. Дальше одну петлю мы пропускаем, в следующую провязываем столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли. И над столбиком с одним накидом предыдущего ряда мы будем провязывать пышный столбик. 1, 2, 3, 4 и 5. Захватываем рабочую ниточку и продеваем через все вытянутые петли. Закрепляем. Дальше мы вяжем 3 воздушные петли. И теперь над столбиком без накида предыдущего ряда мы провязываем столбик без накида. И повторяем так до конца ряда. 3 воздушные петли. Над столбиком с одним накидом мы провязываем пышный столбик. Три воздушные петли. Над столбиком без накида провязываем столбик без накида. И повторяем опять пышный столбик, столбик без накида. Пышный столбик, столбик без накида. И между ними 3 воздушные петли. Довяжите так до уголочка. Провязали до уголочка. Последний у нас получается пышный столбик.
Далее мы делаем 3 воздушные петли. И теперь в арку мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. С левой стороны все повторяем. Сначала мы провяжем 3 воздушные петли. Далее над столбиком с одним накидом вяжем пышный столбик. Три воздушные петли над столбиком без накида провязываем столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. Итак, в конце ряда мы провязали над столбиком предыдущего ряда пышный столбик. Делаем 3 воздушные петли. Теперь вот из этих 3 столбиков самый первый мы провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. И мы довязали 11 ряд. Вяжем 12 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема, 2 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Далее мы делаем 1 воздушную петлю. Над столбиком без накида мы провязываем 4 столбика с одним накидом. В одну петельку все вяжем. 1, 2, 3 и 4. 1 воздушная петля. Над пышным столбиком предыдущего ряда мы будем вязать рельефный лицевой столбик с одним накидом. Заводим крючок за пышный столбик и провязываем столбик с одним накидом. И далее мы все повторяем до конца ряда. 1 воздушная петля. В столбик без накида мы провязываем 4 столбика с одним накидом. 2, 3 и 4. 1 воздушная петля. Над пышным столбиком мы вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом. И продолжаем так чередовать. 4 столбика с одним накидом, рельефный лицевой. 4 столбика с одним накидом, рельефный лицевой. И между ними не забываем по 1 воздушной петле. Довяжите так до уголочка. Итак, мы довязали до уголочка. Над пышным столбиком мы провязали рельефный лицевой столбик с одним накидом. Сделали 1 воздушную петлю. Далее в арочку в предыдущем ряду мы вязали 2 столбика с одним накидом. Вот в этот первый столбик мы провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. И теперь сразу в арку мы вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. И теперь мы вяжем по левой стороне. Первый столбик, который в арочке, мы пропускаем. В следующий мы провязываем 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. И над пышным столбиком мы вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом. И опять у нас 1 воздушная петля. И над столбиком без накида мы провязываем 4 столбика с одним накидом. И продолжаем так вязать до конца ряда. Над пышным столбиком рельефный лицевой столбик. Над столбиком без накида 4 столбика с одним накидом. Повторяем так до конца ряда. Итак, в конце ряда мы провязали последние 4 столбика с одним накидом, сделали 1 воздушную петлю
И теперь в третью воздушную петлю подъема мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Провязываем 3 столбика с одним накидом. Мы довязали 12 ряд. Начинаем вязать 13 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и плюс еще 3 петли по схеме, то есть всего 6 воздушных петель. Далее мы вяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом за третий столбик предыдущего ряда, то есть вот первый, второй пропускаем, заводим крючок за третий столбик таким образом, чтобы у нас крючок был перед столбиком, и провязываем столбик с одним накидом. Далее 3 воздушные петли. И теперь там, где в предыдущем ряду мы вязали 4 столбика с одним накидом, сейчас мы будем вязать также 4 столбика с одним накидом над каждым столбиком предыдущего ряда, но у этих 4 столбиков будет общая вершина. Итак, вставляем крючок в первый столбик, провязываем столбик, но не до конца, сначала через 2 петли на крючке. Опять делаем накид, вставляем крючок в следующий столбик, опять провязываем, но не до конца. Накид, вставляем крючок в третий столбик, провязываем через 2 петли на крючке, накид и вставляем крючок в четвертый столбик, опять провязываем через 2 петли на крючке. У нас сейчас 5 петель на крючке, провязываем их все вместе. И дальше мы повторяем все до конца ряда. 3 воздушные петли. Над столбиком с одним накидом в предыдущем ряду мы вяжем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. 3 воздушные петли. Над столбиками вяжем 4 столбика с одним накидом с общей вершиной. Сначала через 2 накид, в следующую петлю вставляем крючок, опять через 2 накид, в третью петлю вставляем крючок, через 2 накид и в четвертую петлю вставляем крючок, провязываем сначала через 2 и потом через все петли на крючке. 3 воздушные петли. Довязываем так до уголочка. Итак, мы довязали до уголочка. Перед уголочком мы провязали 4 столбика с одним накидом с общей вершиной над 4 столбиками предыдущего ряда. Делаем 3 воздушные петли и сразу же в арочку вяжем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом. И вяжем по левой стороне. Сначала у нас 3 воздушные петли. Теперь вот над 4 столбиками предыдущего ряда мы вяжем 4 столбика с общей вершиной. Три воздушные петли. И над столбиком предыдущего ряда мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. 3 воздушные петли и опять все повторяем до конца ряда. Итак, мы довязали до конца ряда, провязали последние 4 столбика с одним накидом с общей вершиной, сделали 3 воздушные петли. Далее из этих 3 столбиков за первый столбик мы провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом, делаем 3 воздушные петли. И в третью воздушную петлю подъема мы провязываем столбик с одним накидом. И мы провязали 13 ряд. Вяжем 14 ряд. В начале ряда 3 воздушные петли подъема и 2 столбика с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Далее в арке мы будем вязать по 3 столбика с одним накидом.
Раз, два, три. Над столбиками предыдущего ряда мы будем провязывать рельефные лицевые столбики с одним накидом. Итак, вот у нас столбик в предыдущем ряду. Заводим крючок за столбик и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Далее у нас опять арочка. Сюда мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Раз, два, три. И над этим элементом мы тоже провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Полностью захватываем вот так вот верхушечку и провязываем рельефный лицевой столбик. И продолжаем так вязать до уголочка. 3 столбика с одним накидом, рельефный лицевой. 3 столбика с одним накидом, рельефный лицевой. Итак, мы довязали до уголочка. В последнюю арочку перед уголочком мы провязали 3 столбика с одним накидом. Далее за первый столбик, который провязан в арку, мы вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Над вторым столбиком мы провязываем просто обычный столбик с одним накидом. И в арку провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбика с одним накидом. Теперь с левой стороны все повторяем. В первую петлю мы провяжем сначала столбик с одним накидом. За второй столбик мы провяжем рельефный лицевой. И начинаем опять повторять. В арку вяжем 3 столбика с одним накидом. За верхушечку этого элемента мы провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. И продолжаем так до конца ряда. Итак, мы довязали до конца ряда. Провязали над столбиком с одним накидом рельефный лицевой столбик с одним накидом. Вот здесь в эту арочку мы сначала провязываем 3 столбика с одним накидом. И в третью воздушную петлю подъема 1, 2, 3 мы провязываем 3 столбика с одним накидом. И мы провязали 14 ряд. И мы с вами полностью провязали весь раппорт данного узора. И следующий раппорт мы будем вязать с 3 по 14 ряд. В третьем ряду у нас идут рельефные лицевые столбики с одним накидом. В четвертом ряду рельефные изнаночные столбики с одним накидом. Далее мы вывязываем вот такие вот арочки с пышными столбиками. И далее повторяем все то же самое, как мы с вами только что провязали. Еще раз повторю, что раппорт данного узора составляет с 3 по 14 ряд. В описании под этим видео для вас будут тайм-коды, по которым вы с легкостью сможете перейти на нужный вам ряд. В итоге у меня получилась вот такая замечательная шаль. Что касается каймы для шали, то у автора в схеме каймы нет. Автор предлагает закончить работу 7, 8 или 9 рядом. На самом деле здесь можно подобрать любую кайму на ваше усмотрение. Из пряжи Flowers у меня получилось провязать ровно 5 раппортов. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. И у меня оставались еще ниточки, и я провязала вот такую вот кайму с бусинами. Кайма очень простая, состоит всего из 2 рядов. Здесь у меня провязаны рельефные лицевые и изнаночные столбики с одним накидом.
Если вам понравилась такая кайма, напишите мне в комментариях, нужен ли дополнительный мастер-класс на эту кайму. И если будет достаточное количество желающих, то тогда я запишу отдельное видео именно по этой кайме. Я надеюсь, что вам все было понятно. Если вдруг у вас возникнут какие-то вопросы, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Я с удовольствием на них отвечу. Если вы все еще не подписаны на мой канал, у меня к вам огромная просьба подписаться. Для меня это очень важно. А также не забудьте поделиться этим видео с друзьями в любой из ваших социальных сетей. Вяжите с удовольствием. Всем удачи и до новых встреч!